Местные жители предпочитают жить в небольших и довольно скромных домах. Главное, чтобы там было минимум 2 спальни, кухня, желательно гараж и место для склепа прямо в гараже. Добро пожаловать в Каир. Это жизнь других. Когда говорят про столицу Египта Каир, то в первую очередь представляют что? Пирамиды, фараонов, мумии и мумии фараонов. Словом, смотрят в прошлое. И почему-то никто не интересуется настоящим. А я поинтересуюсь и вам покажу. Именно на современную жизнь Каира мы сегодня и посмотрим. Если бы мне посчастливилось родиться в этом древнем городе, возможно, я жила бы как Сумайя. Тогда я бы не работала ни одного дня в своей жизни. Но пенсию мне бы платили с 45 лет. А еще я могла бы родиться Сараей. Тогда я была бы современной и эмансипированной женщиной. У меня был бы свой бизнес и большая квартира в хорошем районе города. А может быть, я была бы женой Мухаммеда? Тогда бы вы никогда не увидели моего лица ни по телевизору, ни в жизни. Не только потому, что оно было бы всегда закрыто, но и потому, что я вряд ли бы выходила из дома дальше магазина. Все время занималась бы хозяйством и следила бы за детьми, которых родила бы в государственном роддоме, как и большинство местных женщин. Государственные клиники выбирают в первую очередь, потому что это бесплатно. Но условия в них, само собой, хуже, чем в частных. Отдельных палат в государственных больницах нет. А в общих может лежать по 10-11 роженец одновременно. В частных же есть и одноместные палаты, а внимание каждой пациентке уделяется гораздо больше. Врачи в государственных больницах имеют такой же уровень квалификации, как и в частных. Однако у них в день может быть по 50 пациентов. При такой интенсивности, конечно, падает работоспособность, да и вежливостью они не отличаются. Будешь тут вежливым с такой-то зарплатой. Молодой врач в государственном госпитале будет получать не больше, чем $100 в месяц. Заработок же врачей, которые работают в частных клиниках, зависит от количества пациентов. Это может быть как $300 в месяц, так и 2000. Если вы работаете на госслужбе, зарплата у вас будет небольшая, но зато будет целый ряд других привилегий. Например, возможность отдать своего ребенка в государственный детский сад. Ведь всех остальных детей, всех остальных жителей Египта могут принять только в частный и только за деньги. В Каире детей можно отдавать в сад с 3 месяцев, а оставлять тут их можно даже до 10 вечера. Господи, какая прелесть! Ну, правда, все за ваши деньги. Разброс цен на частные детские сады в Каире довольно большой. От 300 фунтов в месяц до 3000. Все зависит от качества образования, количества персонала и района, где находится сад. К слову, если вспомнить уже упомянутые государственные сады, то там вообще никакого качества нет. Это просто место, где есть взрослый, который может присмотреть за вашим ребенком. Частный же детский сад – это учреждение, близкое к тому, что принято считать детским садом и у нас. Так как у нас детский сад частный, мы с детьми проводим разные развивающие занятия, играем в игры и поем песни. Словом, делаем все, чтобы им здесь нравилось, и одновременно готовим их к школе.
В государственную школу здесь идут с 5 лет, в частную же можно уже с 3,5. Но прежде чем продолжать рассказывать о школе, мне бы хотелось сделать небольшое отступление. Возможно, вы уже сами обратили внимание, что я везде рассказываю про государственные и частные учреждения. Казалось бы, ну что тут удивительного? Ведь такое разделение есть везде. Тот, кто побогаче, выбирает все частное, а кто беднее, сидит в очереди в поликлинике. Но здесь, в Каире, это разделение куда более контрастное. У нас практически нет среднего класса. Тут либо ты живешь бедно, либо богато. И, естественно, бедных гораздо больше. Поэтому, рассказывая про один класс, просто невозможно не упомянуть о том, как же живет и какими услугами пользуется другой. Так что, несмотря на то, что я сейчас пришла в школу частную, обязательно расскажу и про государственную. Цены на обучение в частных школах Каира варьируются от 60 до 200 тысяч фунтов в год. Государственные же полностью бесплатные. Там покупают только книги. Это 200-300 фунтов за год. А за что именно обеспеченные жители Каира платят такие деньги, я решила спросить лично у их детей. А те любезно согласились провести мне экскурсию по своей частной школе. Так, слушайте, в общем, у вас такая большая школа, честно говоря, что мне, конечно, без вас не справиться. Так, Али, рассказывай мне, что у вас это, что тут такое, что происходит тут? Здесь класс рисования мой любимый. Идем посмотрим, что там в классе, да? Пошли. Неудивительно, что ребенку нравится этот класс. Он очень светлый и просторный. Вся мебель и канцелярия новые. Есть даже мольберты. А еще Али сказал, что если тебе вдруг просто захотелось порисовать, то можешь сюда приходить в любое время. А у вас какой любимый урок у тебя? Математика. Математику любишь? Вот это ты молодец, ничего себе. А у тебя какой любимый урок? Математика. Тоже математика? Ничего не понимаю. А у тебя, Али, какой урок любимый? Рисование и математика. Вы что, с ума меня хотите свести? Что-то тут нечисто. Хорошо, идем, Али. Веди меня дальше. В соседнем классе оказался школьный кинотеатр. Здесь у нас стоит проектор, чтобы смотреть кино. А вон там сцена. Мы играем разные спектакли. Я поняла. А на сцену вы выходите, вы что-то говорите там, выступаете? Конечно, у нас есть урок актерского мастерства. Это чтобы мы не стеснялись разговаривать с чужими людьми. А ну ты выступал уже на этой сцене? Да. О, покажи мне, что ты делал. Давай, ну Али, покажи, давай. Класс. Девочки, садитесь. Я ушиб коленку. Нужно срочно бежать к врачу. Я поверила тебе, браво, слушай, браво, молодец, ничего себе. А сколько раз в неделю у вас такой урок? Раз в неделю. Раз в неделю, ой, класс. Математика у тебя все равно нравится тебе больше урок, чем выступать на сцене? Да. Я не понимаю, что с этими детьми не так. Как это может, математика может нравиться? В государственных школах вряд ли будет проектор, сцена и уроки актерского мастерства. Там образование куда более стандартное. Во всех государственных школах образование дается стандартное. Уроки идут на арабском языке, а ученики разделены на мужские и женские классы. В частных, конечно, классы смешанные и обязательное изучение иностранного языка. Так, скажите мне, это ваша столовая, правильно? Да. А ты тут кушаешь? Ага, люблю картошку фри. О, да, а вы тут что-то заказываете? Картошку фри. То есть, подожди, а что вы, значит, покупаете? Картошку, я смотрю, тут майонез, кетчуп, да? А что еще вы едите, кроме картошки? Ну, хот-дог или печенье. Я поняла, слушай, а пьете вы что, водичку, соки? Я покупаю газировку. А сколько тебе мама дает денег? 5-10 фунтов в день. Дети, которые учатся в государственных школах, чаще всего вообще не имеют карманных денег. А обед им родители дают с собой. Ну а с частной, кажется, все понятно. Осталось спросить только про поведение. У тебя есть друзья в классе, с которыми ты постоянно дерешься, ругаешься, там, я не знаю, что вы не можете поделить, вас наказывают за это или нет? Да, есть. Иногда бывают драки. За это нам не разрешают играть на перемене.
За плохое поведение у нас в школе не бывает серьезных наказаний. Максимум можем вызвать родителей, но чтобы кого-то выгнали, такого вообще не было. А вот в государственной могут и наказать, и исключить. Там за этим следят куда жестче. Ой, скажи мне, а тебя кто-то дергает за косички в классе? Да. Знаешь, как говорила моя бабушка, что если дергает за косички, значит, ты ему нравишься. Ну, так было лет 100 назад. Половина детей в частные школы добирается на школьных автобусах. Другую половину родители привозят самостоятельно. Но и одни, и другие едут по сумасшедшему городскому трафику. Описать его можно только одним словом – хаос. Здесь нет ни знаков, ни светофоров, ни разметки, ни правил. Поток движется хаотично, соблюдая только направление. Чем-то напоминает стаю рыбок в океане. Кажется, самая главная деталь для египетских водителей – это клаксон. Без него ты на дороге просто никто. Здесь не пользуются ни поворотниками, ни аварийкой, ни даже фарами. Заметят тебя только если посигналишь. И то не факт. Самое забавное – это то, что когда я начала спрашивать у местных про вождение, то услышала вот это. Да, многие, конечно, ездят как попало, но лично я всегда соблюдаю правила. Я ПДД знаю на зубок и четко следую их требованиям. Каждый день езжу на мотоцикле и никогда правила не нарушал. Я имею 10 лет водительского стажа и ни одного штрафа. Короче говоря, никто ничего не нарушает, поэтому и полиция никому штрафы не выписывает. Все логично, но если без шуток, то причина у всего этого беспорядка есть, и она в том, что... В Египте нет автошкол. Когда я сдавал на права, надо было просто сесть в машину, тронуться немного вперед, потом проехать назад, и на этом все. Меня тогда дядя научил заводить двигатель, и этого было достаточно. По словам одних, сейчас уже законы меняются и появляются автошколы. По словам других, они существовали и раньше, но только для женщин. Так как ни один мужчина не может возить в своей машине женщину, если это не жена или близкая родственница, научить он их также не будет, просто потому что так принято. За рулем в Каире сидят преимущественно мужчины. Причина этому еще то, что им легче друг с другом договориться, если вдруг ДТП какое. Аварии здесь, естественно, случаются часто. Но если присмотреться к местным автомобилям, сразу поймешь, что на столкновение мало кто здесь обращает внимание. К нам обычно приезжает чинить что-то серьезное, только если машина уже не может сама двигаться. Если же там кого-то кто-то поцарапал или бампер помял, то чаще всего они просто поедут дальше по своим делам и даже не будут останавливаться. И действительно, какой смысл такое исправлять? Ведь завтра случится то же самое. А починка – это просто лишние затраты. Их здесь мало кто может себе позволить. Тем более, учитывая местные зарплаты. Например, тот же механик на СТО будет получать всего $300 в месяц. Фактически, это здесь средняя зарплата. И как мне рассказали, местные мужчины легко могут потратить половину этих денег на то, чтобы каждый день сидеть в мужских кафе с друзьями, пока жены и дети ждут их дома. А власти вообще говорят, что такие кафе – основная причина разводов. Оказывается, даже местные власти говорили о том, что мужские кафе надо закрывать, так как они плохо влияют на благополучие каирских семей и часто приводят к разводам, количество которых за последние годы увеличилось в несколько раз. Представляете? Сейчас я попробую узнать, насколько это правда. Очень интересно. Очень. Чтобы выяснить все подробности, я познакомилась с Сараей. Она женщина современная и обеспеченная, занимается бизнесом и, что мне больше всего интересно, разведена. Сарая, скажи, пожалуйста, это правда, что здесь, в Египте, мужчины
очень много времени проводят в мужских клубах и не помогают женщинам дома. Они правда проводят там очень много времени. Рассказывают, что по делам или для работы, но на самом деле сидят там, играют в разные игры и отдыхают. Прекрасно им тут живется. То есть и египетских женщин это многих устраивает, я так понимаю, или нет? Или они борются с этим? Нет, никто с этим не борется. И уж тем более не подают из-за этого на развод. Женщины принимают это как данность. Отдыхает он там, и бог с ним, лишь бы деньги зарабатывал. В египетской семье разделение обязанностей между мужчиной и женщиной всегда довольно четкое. Муж работает, а жена занимается домашним хозяйством. Скажи мне, когда ты была замужем, ты могла себе позволить, как женщина, пойти с подругой в ресторан, в кино, поехать куда-то? Лично я могла. И большинство наших женщин уже живет по современным законам. Они могут делать, что хотят. Но примерно треть женщин такой возможности лишены. Скажи мне, чем любят заниматься современные женщины в Египте? Вот чем ты занимаешься, кроме работы? Не знаю, ходишь на йогу, не знаю, вышиваешь, шопинг делаешь. Вот чем ты занята целый день? Живу как нормальный человек. Хожу в салоны красоты, отдыхаю, путешествую, работаю в конце концов. Тут уже нет никакой дискриминации. В вопросах карьеры и работы для мужчин и женщин условия одинаковые. И отношение начальства, и уровень заработка, и продвижение по карьерной лестнице. Здесь оба пола абсолютно равны. Чего не скажешь про брак. Именно неравные условия в браке и приводят к тому, что большинство пар разводятся. Кроме того, что я уже знаю о неравном разделении имущества, после развода Сарая рассказала мне, что мужчины еще и алименты не всегда платят. Конечно, если есть дети, то по закону после развода мужчина обязан платить алименты. Но их размер рассчитывается исходя из официального уровня его зарплаты. Но мужчины просто-напросто прячут официальный заработок и таким образом увиливают от выплаты алиментов. Ну, то есть вот уклоняются, ну, все понятно. Ну, после такого разговора я просто не могу не пойти и не поговорить с мужчиной. И пойду я, конечно же, в мужское кафе. Вы спросите, а как я туда зайду? Я ведь женщина. Очень просто, отвечу я вам. На самом деле здесь нет никаких ограничений. И в этих кафе может сидеть кто угодно. Но приходят сюда только мужчины. Ведь многим женщинам не положено выходить из дома дальше магазина. Короче говоря, женщины сидят со стиркой и глажкой, а мужчины в это время тратят семейный бюджет ради болтовни в кафе и просмотра футбола. Ну, чем не повод для развода. Но Ваэль, мужчина, с которым я познакомилась, уверил меня, что причины совсем другие. Просто-напросто многие женятся слишком рано. Они еще молоды и не готовы к быту, к совместной жизни. Им еще хочется свободы и погулять. А раньше разводов было меньше просто потому, что отношение к ним было более консервативное. Подобные же кафе вообще никакого отношения к этому не имеют. В таких заведениях мужчины часто собираются обсудить дела. Да, бывает, засиживаются допоздна. Но о какой трате семейного бюджета может идти речь, если большинство из них выпивают пару чашек чая? Это же несравнимо с тем, сколько они должны заплатить жене, просто чтобы на ней жениться. Перед тем, как взять девушку в жены, любой египетский мужчина должен подарить ей определенное количество золота. Это может быть и 500 грамм, и 5 килограмм, как договорятся с родителями. Но такой подарок обязателен в любом случае. Кроме того, мужчина или его родители должны купить дом, сделать ремонт и обставить мебелью. А женщина покупает кухню и все, что надо для быта. Тостеры там всякие, чайники, пылесосы. И все это обязательно делается до свадьбы. А слушай, подожди. Ну так это очень прекрасная такая традиция. Но а если вдруг развод? Как это все будут делить? Тогда мужчина забирает то, что он купил, а женщина – то, что купила она.
Я сначала сказала, что хорошая традиция, а сейчас я думаю, нехорошая традиция. Женщины кухонный комбайн, а мужчина забирает квартиру. Не нравится мне это. А скажи, мужчины в браке часто изменяют своим женам? Очень редко. Но все бывает. Все делают ошибки. Скажи мне, а вообще ты когда-нибудь слышал случай, чтобы жена изменила своему мужу? Нет, женщинам нельзя. Для них это незаконно. Если вдруг такое случится, то женщина больше никогда не увидит ни мужа, ни детей. Если муж изменил с незамужней женщиной, то ему, по сути, ничего не будет. Это их личное дело. Если же женщина изменила, то ее ждет уголовное наказание. Но это касается только крупных городов. В деревне все куда жестче. И это еще не все. Если мужчину и женщину, не состоящих в браке, застают во время утех, то и так и везут в отделение полиции, в чем мать родила. А полицию могут вызвать даже соседи. Ну, а мужчина же может иметь несколько жен тут? Может. Но здесь надо понимать контекст нашей религии. Согласно Писанию, если женщина не может иметь детей, в таком случае мужчина может завести вторую. Или, к примеру, его первая жена сильно заболела. Он может жениться еще раз, чтобы вторая жена помогала ему заботиться о первой. Но если такой необходимости нет, то религия рекомендует иметь только одну жену. Иметь несколько жен – это еще и очень тяжело чисто экономически. Ведь ты обязан всех своих женщин обеспечивать одинаково. Нельзя одной подарить золотые серьги с драгоценными камнями, а второй – блендер. Серьги надо обеим. Короче говоря, если у тебя не хватает денег, то это просто этически неправильно. Ой, конечно, неправильно. Слышишь, представляешь, ей бы он купил бриллианты, понимаешь, а мне купил бы, я не знаю, комбайн или сковородку. Ох, не дай бог. Честно говоря, чем больше я общаюсь на тему местной семьи и отношений, тем больше у меня вопросов возникает. Но сами местные абсолютно нормально относятся к своей собственной роли или роли своей второй половины. Моя жена не имеет права сама выходить из дома. Моя жена – женщина свободная. Она работает и делает, что хочет. Мы же живем в современном мире. Заботы моей жены – это работа по дому, не более. Все остальное на моих плечах. Короче говоря, пока сам не посмотришь, не поймешь. Чтобы узнать, какая она семейная жизнь изнутри, я пришла в дом к Мухаммеду и Фатиме, которые уже 37 лет живут в браке. Сколько вас тут человек живет? Я, моя жена, брат и 2 детей. А вообще вот принято у вас в семьях, я не знаю, ругаться? Или жена совсем соглашается, что муж скажет? Да, бывает, как и у всех. Это хорошо, что ругаются. Значит, что есть повод, чтобы волноваться или что-то обсудить. Если ругаются, значит, еще есть любовь. А вот за вот эти 30 лет он вам дарил украшения какие-то? Вы просили, что хочу какое-то колечко, например? Сначала дарил и кольца, и серьги, а сейчас уже нет. Сейчас дает только деньги на еду, одежду и всякие покупки для дома. Ах, я хочу сказать, что это все мужья такие. Мой тоже перед свадьбой дарил, а сейчас надо все заставлять его, поэтому это все нормально во всех странах. Жизнь сейчас не дешевая, к сожалению. На подарки денег уже не хватает. У нас ведь дети и дом. Только за коммунальные мы отдаем по 150 фунтов в месяц. Так что я много работаю, а жена занимается хозяйством. А женщина может просто сказать, что я сегодня иду погулять, встретиться с подружкой. Меня там не будет до 9 вечера, предположим. Она может только выйти в ближайший магазин, если надо что-то купить. А гулять женщине можно только с членами своей семьи. И нельзя открывать лицо. А вот скажите, вот, то есть вот вы религиозные, вы вот так вот женщины так выглядят. А как вы относитесь вот к женщинам таким вот, как я, которые вот так вот одеваются? Я только за. Мне очень нравится, когда женщины так одеваются, и ты прекрасно выглядишь. Но своей жене я так ходить не разрешу. Примерно 30% женщин в Каире
придерживаются строгих правил. Не одеваются откровенно и не выходят из дома без мужа. Остальные же 70 живут, как им нравится. Она может пойти работать, если жена хочет работать, например, не просто погулять? А зачем ей работать, если я работаю? Ну логично. Зачем работать, если муж зарабатывает? Так многие и думают, кстати. Вот зачем почему я работаю, Мухаммед работает слесарем, получает $200 в месяц. Его работа – это единственный источник дохода в семье. При этом он не стесняется и отдохнуть. А это правда, что у мужчины здесь, в Египте, посещают мужские клубы, много там времени проводят, а женщина в это время занимается домом, детьми, уборкой, стиркой, готовкой, и мужья им в этом не помогают? Тебя обманули. Мы там правда проводим много времени. Но все это исключительно по делу. То есть вы решаете дела, то есть, правильно. А вам вообще, хорошо, когда вот мужа нет все время дома, он сидит в клубе и решает дела. Вы тут сама... Такие уж у меня обязанности. Убирать, приготовить, постирать. А чем он там занимается, мне не интересно. Главное, что деньги приносит. Вы довольны своей жизнью? Вообще, вот вы хотели бы что-то в ней изменить? Или вас вот все устраивает? Абсолютно довольны. И своей жизнью, и Египтом в целом. Если вы смотрели внимательно на дом Мухаммеда, то наверняка заметили, что он довольно чистый. Да, совсем не богатый, но чистый. И что же здесь удивительного, спросите вы? А то, что если из этого дома выйти, то вы увидите просто горы мусора по всему городу, который валяется прямо на улицах Каира. Мусора здесь немножко меньше, чем воздуха. А все дело в том, что никто не хочет платить за вывоз отходов. Весь наш домашний мусор мы просто выставляем за дверь дома и все. А его там уже забирают те, кому он нужен. И такие люди существуют, но это совсем не коммунальные службы. Это мусорщики, которые живут в отдельном районе, который так и называют город мусорщиков. И если Каир можно назвать очень грязным, то этот район – это практически свалка. Мусорщики занимаются сортировкой мусора целыми семьями. Они собирают его по городу, привозят к себе и перебирают его просто у себя дома. То, что можно продать, продают или сдают на переработку. Этим и живут. Так и получается, где мусорщики собрали отходы, там и относительно чисто, а где нет, там свалка. Но мне интересно другое. Неужели остальным жителям египетской столицы нравится вся эта грязь под ногами? Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А я и не сорю, и никогда не сорил. Всегда выбрасываю мусор в урну. В жизни не бросала мусор под ноги. Я всегда донесу пустую бутылку или пакет до урны, даже если идти далеко. У меня воспитание такое. Никогда бумажки на дорогу не брошу. Забавно. Кажется, я уже это где-то слышала. Ах, да. Это было о том, какие аккуратные здесь водители. Возможно, все приукрасить на словах – это такая черта и египетского характера. Потому что по-настоящему чисто и ухоженно только за заборами дорогих коттеджей. Когда идешь по городу, очень важно смотреть под ноги, потому что всегда можно наступить на какой-нибудь мусор. Он тут повсюду, но стоит зайти за ворота богатого дома, и ты просто попадаешь в какую-то Нарнию. Сказочную страну на частной территории, как и везде, создают горничные, дворецкие и садовники. С одним из таких работников я познакомилась лично. О, Мустафа? Hello. Ой, ну вот, слушай, ехала к тебе, доехала. Ну что, рассказывай, как вы тут живете? Ты один дома? Да, один. Так, то есть ты ухаживаешь тут за садом, да? За садом, за двором, за беседками. Иногда убираю в доме, когда горничная болеет. Ну тут у тебя очень зелено. То есть, ну вот скажи мне, то есть твой рабочий день, ты проснулся. Во сколько ты просыпаешься, кстати? Ой, какой лопух, слушай, класс. Просыпаюсь в 7, потом завтракаю и иду работать.
Где ты ешь? В доме с хозяевами или как-то отдельно? Нет, у меня свой домик. Я там уже 5 лет живу. Как сюда работать переехал? Сам я издалека, а в Каир переехал исключительно из-за работы и хорошей зарплаты. Живу тут уже 5 лет. За территорию дома почти не выходил, так как всегда много работы. Ну, слушай, у тебя хорошая работа. Тебе не нужно никуда спешить, понимаешь, опаздывать надо. Тебе хорошо платят? Очень хорошо. Я получаю 4500 фунтов в месяц. Такую работу найти очень непросто. А ты хочешь вообще, как ты планируешь, всю жизнь работать здесь? Потому что зарплата неплохая, хочу тебе сказать. Или ты хочешь как-то, дальше что-то делать, другое? Конечно, всю жизнь планирую здесь трудиться. Такую работу нельзя бросать. Будешь всю жизнь. А если, ты вдруг там женишься, у тебя дети появятся, где вы будете с ними жить? Ну, они будут там, у меня дома. Это около 1000 километров отсюда. А я буду приезжать на время отпуска. То есть будешь к семье на каникулы ездить? Так ты прекрасно устроился, слушай. Как и в многих столицах мира, в Каире большинство жителей приезжие из других регионов страны. Причины тоже не отличаются. Легче найти работу и более высокая зарплата. Но за этим тянется необходимость арендовать недешевое жилье. Но Мустафу поселили бесплатно, поэтому можно сказать, что ему действительно повезло. И поэтому он так держится за эту работу. Так, хорошо, понятно. Подожди, так а где ты живешь? Пойдем покажу. То есть у тебя тут прям все самое необходимое, что нужно для жизни. Телевизор. Правильно. Ага, тут ты готовишь, да, холодильник, кровать, какие-то вещи. Вот тут я смотрю, картошка у тебя висит, все, кондиционер даже есть, свет. Что тут? Тут ванна. Душ, туалет. Ну так что тебе надо для жизни? Что тебе надо для жизни, собака? Ничего, так и женись, хороняка. Это не мои слова, это из фильма. А скажи мне, а зимой тебе тут не холодно? А мне теплое одеяло выдали, так что нормально. Да, правильно, для кожи хорошо, кстати, в холоде спать, так что нормально тебе. Если бы Мустафа такую комнату арендовал, то отдавал бы за нее пол зарплаты. Естественно, она у него не самая высокая. Приличным же доходом здесь считается зарплата от $1000 в месяц, а высоким от 2500. Так могут зарабатывать только некоторые врачи, работники нефтяной промышленности, юристы или архитекторы. Конечно, таких людей немного, но даже несмотря на это, спрос на жилье в египетской столице просто огромный. А это, само собой, тянет за собой предложение. Население Каира с агломерацией уже почти 20 миллионов человек, и оно постоянно растет. Вместе с ним растет и застройка. Однако, чтобы купить двухкомнатную квартиру, придется выложить от 400 тысяч до 1,5 миллиона фунтов, в зависимости от района. Но видно, что такие цены здесь никого не смущают, ведь Каир застраивают настолько плотно, что фараоны в пирамидах переворачиваются. У нас бывают случаи, когда начинают строить многоэтажки просто на вытянутой руке от сфинкса. Но вся эта застройка нелегальна, поэтому со временем власти ее сносят. Оставить сфинкса с носом, извините за каламбур, пока не получается. Но такое впечатление, что со временем его таки попросят подвинуться. Ведь сколько бы здесь жилье ни стоило, спрос есть. Причем независимо от инфраструктуры вокруг, о ней особенно никто не переживает. Супермаркет есть, и слава богу. Продуктовые магазины в Каире есть обычные для большинства народа и элитные в дорогих районах города. Конечно, простой народ обычно покупает продукты в простых супермаркетах. О ценах в супермаркетах мы сейчас и узнаем. Это же очень интересно, сколько у них стоит хлеб, молоко, правильно же? Если пройтись по полкам местного магазина, то я скажу,
что цены на основные продукты вполне умеренные. Литр молока – $1, десяток яиц – $1, килограмм сыра – $12 и килограмм говядины – $10. Если же заглянуть в супермаркет в элитном районе, то цены будут в 2-3 раза выше. Подавляющее большинство местных таких трат себе позволить не может, не говоря уже о пенсионерах. Даже несмотря на то, что пенсию в Каире можно получать даже ни дня не работав. Вы удивлены? Я тоже. Идем сейчас узнаем, как это так, не работать, а пенсию получать. Ах, как бы я хотела. Моя знакомая Сумая давно в разводе и живет вместе со своими детьми и внуками. Поговорить она меня пригласила, как и положено, за чашечкой чая. Вы давно на пенсии уже? Почти 18 лет. Ну и как вам живется на пенсии? Чем вы занимаетесь тут? Я смотрю, у вас тут внучка ходит, да? Да, вот с ней и еще со второй внучкой в основном все время и провожу. Да ты что? И ты, и еще, да, один ребенок? Ну, видишь, тебе повезло. А пенсионеры здесь, в Египте, они могут жить самостоятельно или не принято? Или это очень сложно, потому что не хватает, может быть, пенсии? Большинству вообще пенсию не платят, а тем, кому платят, ее чаще всего не хватает. Но мне повезло вдвойне, ведь я всю жизнь была домохозяйкой, но получаю пенсию своего отца. Как это, подождите, как это вашего отца пенсию вы получаете? Отец умер, а я уже в тот момент была в разводе. Поэтому, как одинокая женщина, по закону имею право получать пенсию близкого родственника мужчины. Да вы что? Ой, какой прекрасный закон. Вот сколько я раз разводилась, мне папа свою пенсию ни разу не предлагал. Пенсионный возраст в Египте для всех одинаковый. Это 60 лет. А пенсию получают только государственные служащие. Ее размер зависит от зарплаты, поэтому она у всех разная. Например, у Самаи $120 в месяц. А эти выплаты были вам от отца всю жизнь, или после его смерти, или только когда вы вышли на пенсию? Сразу после того, как он умер. Мне тогда было 45. А после развода муж ничего жене не выплачивает? Выплачивает. Но я могу выбирать, у кого деньги брать, у отца или у мужа. Но так как муж зарабатывал меньше, я выбрала пенсию отца. Если женщина тоже работала на госслужбе, то она будет получать две пенсии. Ту, которую заработала сама, и дополнительно пенсию усопшего мужчины. А так как вот вы живете, так живут многие пенсионеры в Египте? Или вы хорошо живете, а есть те, кто очень плохо живет? Большинство пенсию не получает вообще или получает мизерную. Да и у меня она небольшая, но на жизнь никто не жалуется. Когда вам лучше жилось? Вот сейчас на пенсии или раньше, когда дети были маленькие, до пенсии? Мне больше нравится сейчас, ведь у меня есть дети и внуки. Они моя главная радость в жизни. И я счастлива, что останусь с ними навсегда, даже когда покину этот мир. Вероятно, вы сейчас не поняли, что Сумая имела в виду. И я бы тоже не поняла, если бы заранее не узнала о еще одной удивительной традиции египтян. И узнала я о ней еще когда была в гостях у Мухаммеда. Но вам решила рассказать только сейчас. Признаюсь, для меня это было настоящим шоком. Тук-тук. Мохаммед, hello. Привет, проходи. Это гараж, да? Тут мотоциклы. Ну, как-то только на один мотоцикл. Тут машина уже не заедет. Или это погреб? Что это такое? Здесь покоятся мой отец и сестра. Скузи, подожди, еще раз. Я думала, что это гараж. Ну да, здесь гараж, а здесь усыпальница. Да ты что? То я слышала, что тут люди прямо живут в склепе, но я не думала, что это так. То есть у вас прямо здесь происходит захоронение. То есть если кто-то умрет из родственников, его тоже тут похоронят? Конечно. Но с другой стороны, хорошо, не надо далеко ходить. А это бесплатно? Ну, естественно, они же у себя дома. Если вы хотите похоронить родственников на кладбище, то, конечно, это будет стоить денег.
Но это никак не связано с тем, что мы оставляем их у себя дома. Просто у большинства египтян такая традиция. То есть, когда кто-то из родственников у вас умирает, вы вот эти деревяшки открываете, да? И прямо вот туда все и... А сколько там глубина, какая? Примерно 2 метра. А кто вырыл эту яму? Ты? Я. Ты что? Да ты что? А скажи мне, вы хороните родственников в гробах? Да, они в гробах и полностью засыпаны песком. И получается, вы за могилами не ухаживаете, или вы спускаетесь туда, и, не знаю, там пыль протираете, или не надо в этом, нет необходимости? Мы хороним в тот же день, когда человек ушел. Но через 3 дня еще раз смотрим и проверяем, действительно ли он умер. А скажи мне, а были случаи, не знаю, на вашей улице, когда похоронили, а через 3 дня выяснилось, что все-таки он в коме, его вытащили? Было такое? Нет, лично я о таком не слышал. А почему вы, не хороните на обычном кладбище? У вас же оно есть тоже. Есть, но тогда наши близкие будут далеко, а мы бы хотели всегда оставаться рядом. Какой бы ни была жизнь в Каире, очень богатой или очень бедной, в чистом районе или в городе мусорщиков, местные всегда, в любой ситуации, будут заботиться о своих близких и оставаться рядом. Главное, чтобы я отметила в жителях современного Каира то, что для них не важно, на какой социальной ступени стоит другой человек. На самой вершине пирамиды или у ее подножья. Но все они уверены в одном, что будущее Египта будет не менее великим, чем прошлое. Потому что... Мы много учимся. И учим других. Работаем, не покладая рук. Строим целые города. Делаем большой вклад в развитие медицины. Все вместе идем к одной цели. Потому что у нас живут прекрасные люди. Естественно, что любой человек хочет сделать все в первую очередь ради себя. Но всегда приятно узнать, что еще есть много людей, которые стараются улучшить не только свою жизнь, но и жизнь других.